Всем привет, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Интереснейший проект Illivium, можно сказать, наверное, один из немногих проектов, которые мы с Петрухой очень ждем, потому что проект визуально Next Gen. Такие проекты мы ждем в ближайшем будущем от всех разработчиков, которые собираются создавать блокчейн-игры, потому что, как вы видите, в основном слабая графика, мало геймплея и так далее. То есть программисты, дизайнеров и вот это направление, которое помогает именно развивать игры, нет пока. Петруха, здорово. Здорово, Кирилл, всем привет. Да, сейчас начинается гонка. Кто же первый, кто же сможет, кто успеет первым выйти на рынок? AAA проект. Э, Тот, у кого за горами опыт, инвесторы, много человека часов, много красивых работ, художников, дизайнеров, технарей, чтобы все в одним пакетом, а не так, что сначала одно, потом второе, потом третье. Все красиво, без всякого хайпа, и так грамотно, чтобы вышло. Вот этот один из первейших претендентов. Будем, наверное, с вами сейчас разбирать все подробнее. Видим большие, хорошие здесь инвестора, хорошие фонды. И, наверное, давай посмотрим. Да, давай посмотрим на ролик, сразу покажем, как вообще все это выглядит. Презентацию игры, так сказать, а потом будем разбирать, что и как, когда выходит, когда ждать и так далее, друзья. Приятно, что ролики даже делают, то есть понимают, что как ни крутись, но это маркетинг. То есть показать такую графику, как минимум, да, то есть это, если вот рассматривать какие-то проекты, которые похожи, вот что-то Ember Sword, да, по графике, ну, там намного хуже графика, чем здесь, нежели. Я думаю, сейчас вы это Да. увидите, друзья. И Ubisoft все-таки немножко как бы как зажимает контент, да, они вот эта непонятная механика, когда ты создаешь игру 2-3 года, ты втихаря там пилишь, 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 и не дай бог кому-то что-то показать, иначе украдут твою идею, еще что-то, я не понимаю, зачем это. То Ну, есть это ты как вот, Blizzard, по-моему, Blizzard раньше тоже любила всегда до последнего ничего не показывать, а потом что-то там выкидывает по роликов. да, мне кажется, это тупиковый период, потому что э, комьюнити хочет видеть, хочет влюбляться, хочет ждать, да. Ты делаешь какие-то новые модели, смотришь реакцию, люди следят за твоими соцсетями, у тебя есть контент, у тебя выстраиваются, прокачиваются соцсети, идет разговор, кто-то уже Да. ждет. Ага. Кстати, да, обратите внимание, написано, ну, это, наверное, такой больше байт, да, драка за, за 5 эфиров, даже почти за 6, но выглядит как минимум дерзко, на самом деле, ну, не знаю, конечно, может быть, и в игре это может быть какой-то бой на ставке, знаете, как есть в какие-то проекты, где там показана какая-то арена, и там просто ставишь, да, и, может быть, дошла ставка до 5 эфиров, ну, не знаю. Так, давай посмотрим, что расскажем про проект, да, что вообще, в Да, принципе. давай я, наверное, начну с команды. У тебя там где-то была ссылка, где можно было лица видно было. Сейчас надо А, найти только ее. А Команды. вот, все, вот Да, они. да, да. То есть проект изначально, можно так сказать, братьями стартанул. Это кофаундеры, как мы видим, вон, Киран и Аарон, успешные какие-то бизнесмены. И Аарон это вроде как, очень, не вроде, а это технарь, который всегда как хобби рисовал игры, помогал там дизайнить, но сам свои игры никогда не выпускал. И вот они воодушевились Аксями, они поняли, насколько это сильно и как это работает. Даже такая малюсенькая игра, простенькая, да, и они решили, что, ну, надо AAA проект запускать. И вот этот брат Аарон воодушевился тоже и написал просто так концепт на 150 страниц, которые они пошли показывать инвесторам, разработчикам и директорам всяким разным. И все были удивлены, типа, как так, чувак, который ни разу не выпускал игры, написал такой подробный классный концепт. И, ну, и то есть они воодушевились и поняли, что человек, ну, понимает, что он хочет, куда он движется. И вот старший брат, не, по-моему, Киран, это младший брат, он, то есть, М, ему нравится играть там как покемоны, ловить, собирать вот это. А второй, он больше любит RPG, там вот это драчки, еще что-то. И вот это собирая, и они объединили эти два стиля, то есть это будет открытый мир, по которому мы будем ходить и ловить наших покемонов, так называемых. Это будет Illuvium, мы их называем, они их называют, да, Illuvium бойцы. И будем их прокачивать, и с помощью них драться и
проходить, прокачивать, и потом даже это будет все free to play, то есть вы начнете с нулевыми какими-то чуваками, которых нам будут прокачать, тир 0, и что потом, когда мы прокачаем тир 0, мы идем в следующую зону, где будут монстры тир 1 более мощными, но так как наши тир нулевки прокачаны, мы сможем их побеждать, завоевывать, захватывать, и так далее, и так далее. Будет прокачка прохождения. Чтобы ловить, надо будет как-то, вот они говорили, надо будет что-то где-то майнить. Ну, они так сказали. Это как так же механика, как и в покемонах, да, надо будет ловить шары какие-то иметь или что-то такое. Ну И вот, как вот, раз... кстати, сейчас немножко перебьют. Мгм. Вот похоже, да, прокачка, как будто первый какой-то уровень, второй, третий. Сейчас в Драгонаре что-то похожее. Там маленький дракон, потом чуть больше становится. То есть, ну, может быть, конечно, это разные, да, но вот судя даже вот по анимации, какие-то водные, да, как будто первый, второй, третий уже такой здоровый, прокачанный. Ну, если у них есть, да, какой-то не азарт, а вдохновлялись они тоже покемонами, то есть там какая-то тоже была градация этих Мгм. покемонов. Ну, в принципе, почему нет? Как бы это все визуально хорошо можно обыграть. То есть вот много роликов они делятся, можете зайти посмотреть, анимацию Да, показывают. как это все будет работать? То есть это мы будем по миру ходить, это у нас РПГ, открытый мир, да, вот это все дела, как Вовка, там, я не знаю. А вот сами бои, это будет автобоевка какая-то, где мы должны будем подобрать команду, составить и запускать, чтобы она потом побеждала. И еще также будет какая-то арена, то есть где будет игрок один против другого, тоже автобоевка, но там уже все будут одинакового уровня, например, как в Аксях мы это знаем, да, потому что это соревновательный режим уже. Тут не может быть такого, что кто-то сильнее прокачан. Тут уже будет именно тактика, всякие бонусы, синергии и все такое прочее. Кто какого редкого моба нашел, тот будет побеждать. Что еще интересно, у них сейчас работает больше, вроде 95 сотрудников, то есть вы можете себе представить эту огромную махину. Он сказал, 62 у них художника, артист на английском, да, это тот, кто именно отвечает за анимацию, за прорисовку, и они каждый день придумывают новых монстров, новые концепции, новые механики какие-то, анимации. Это, они говорят, это просто супер сумасшедше, и они сказали уже, что они уже сейчас работают над второй серией NFT-шек, да, то есть сейчас это вот пока будет нулевая серия, они уже работают над следующей, которая, когда выйдет игра, когда еще намного позже. И говоря про это, можно как раз сказать, как это будет освоено. То есть мы идем в мир и ловим этих илювиумов, и они становятся NFT-шками. И вот эти NFT-шки, они будут ловиться, допустим, будет какой-то сезон. То есть в течение первого сезона, как первая серия, да, вы можете будет ловить вот определенный сет зверей, как вот сейчас они нарисованы, да. Ну И тут они даже будут вот ловить. сейчас немножко тебя Мгм. перебьют, смотришь, да, с прокачкой, да, то есть первый, второй, третий, тут то же самое, первый, второй, третий уровень, вот немножко тут название меняется, а так, в принципе, основная Мгм. концепция у него не меняется. То есть здесь вот показаны всякие защитники, роги, то есть какие-то классы будут, инферно, да, даже мощнее фаера, не знаю. Но выглядит это мощно, по крайней мере. Я думаю, вы сами, друзья, видите и прорисовку этих карточек, да, и визуал вообще, в принципе, как все это работает уже. Мгм. Да. И вот чтобы это все работало, они говорят, то есть когда стартанет игра, у них стартует пакетом сразу. То есть понятно, что ни у кого еще не будет этих Illuvium. Их не будет никаких ни пресейлов, ни паков, ничего. То есть максимум, что было, это выдавали в награду за участие в их инвестировании в их игру еще в начале там года. Потом давали там, когда вы участвовали, вложили ликвидку в пул, тоже давали как награда. И часто в Дискорде они разыгрывают и в соцсетях. То есть они то есть такой редкий продукт, который вы не получите, и за него действительно надо побороться, что-то придумать, и соревнования какие-то. И потом, то есть будет, они говорят, мы дадим 6-5 дней на то, чтобы люди могли разбрестись по миру, кого-то поймать, и потом только откроется арена, да, чтобы начались какие-то вообще бои возможные. И вот эти все художники, все вот эти работники, они говорят, что они AAA проект и берут себе на работу только тех, или в основном тех, кто уже в AAA проектах работал. То есть, он говорит, достаточно сложно их переманивать, да, с ними общаться, но там есть уже такие таланты, кто работал на Bioshock, на Batman и так далее. Вот. Что Да, еще тут ну, что интересного? интересное, да, это то, что, видите, уже скоро, ну как, относительно, конечно, скоро, но к концу года обещают они сделать публичный доступ уже к бете. Напомню, что Axie тоже считается не полностью выпущенной игра, если они выпустят проект в таком же
ключе, который уже будет полностью играбельный. Это не DeFi-пэт какие-то, которые просто выкинули что-то. Здесь уже, я так понимаю, будет все рабочее, потому что по следующей, да, роудмапе тут нет такого, что они просто запускают, какие-то вводят. Здесь уже такое ощущение, что должен быть уже полностью рабочий проект, потому что в 22-м уже мобильная версия будет выпущена, по крайней мере, по их планам. В октябре будет закрытая бета, не знаю, надеемся, конечно, может попадем, для того, чтобы было более подробно, может быть, ознакомиться с проектом, с экономикой игры, на чем зарабатывать, сколько будет все это, да, там, вход в игру, потому что пока, понятное дело, мы не знаем, что, как, информации мало именно с этой составляющей, но всю техническую часть вы можете посмотреть, друзья, здесь, конечно, все показано, все рассказано на высшем уровне. Ну и видно проект, что сделан как раз-таки с душой, да, напоминает Акси на самом деле, именно что к проекту относится очень бережно и хорошо. Да, они недавно буквально собрали 38 миллионов долларов, дополнительный раунд финансирования, то есть у них деньги на зарплату своему штату есть, можно не переживать. Поэтому, наверное, они и не устраивают никакие продажу паков и всего остального. То есть Пока. существует их Пока не токен, да. устраивает. Да, но существует их токен, с помощью которого будет разработана механика Play to Earn, то есть они всеми руками за это, потому что они были воодушевлены аксиями, им это понравилось. И теперь есть у них не какой-то, есть стейкинг на сайте, потому что они не просто Play to Earn, они еще DeFi туда подвязывают. Это, как кто не знает, это децентрализованные обменники, децентрализованная ликвидность, вот это все, чтобы без всяких бирж это все можно было, как мы знаем, о Uniswap, вышел, продал, поменял, зашел, и ты доволен. И для этого они еще используют DAO. Это, как мы знаем, децентрализованная организация. Это тот, кто, допустим, их держит акции, это их токены. У него появляется, возможно, даже тот, кто их застейкал, появляется право голоса. И это право голоса принимается при ключевых решениях. То есть, когда они, не знаю, там, поднять награду, понизить награду, да, что-то там выпустить, что-то там изменить, пофиксить. Там они спрашивают вот этих своих консулов, комьюнити, да, у кого есть право голоса, и оно принимает решение, голосует, да, мы за, нет, мы против, нет, внесите поправки и так далее. Это на самом деле next level, да, то есть к чему это все придет, никто не знает, но все пытаются это ввести к себе, и это как бы помогает. То есть, если ты любишь игру, если ты в нее инвестируешь время, деньги, там, старания, да, то тогда есть смысл, и ты с этой игры, например, зарабатываешь их токены, да, то есть каким-то, чем больше ты тратишь времени в игре, тем сильнее становится твой голос, и твое мнение больше оценивается, да, в таких голосованиях. То есть они, да, обещают к концу года релиз открытой беты. Бета это не альфа, мы не забываем, что Axie еще в альфе, то есть они еще как бы Да, но у них медленнее. как бы, ну, то да, это так, можно назвать бета. Да. Бета это, по идее, уже как бы перед совсем выходом, то есть, когда обычно говорят, что это бета, то есть, они подразумевают, что может быть это лагать, что-то еще, что-то, то есть, ну, это понятно, да, я думаю, для каждого. Когда полностью игра, все, конечно, ждут уже без лагов, без там каких-то колебаний, которые там, не знаю, без сбоя серверов, но уже скоро совсем, то есть, такой проект такого уровня, Ember Sword, да, он еще, по-моему, даже не в этом году будет что-то там. То есть, а вот из ближайших интересных проектов, которые реально интересны в этом году, которые прям будут выходить рабочие, я, честно говоря, больше не помню так сходу. Вот не знаю, вдруг, может, что-то помнит какой-то проект прям реально, который похож на AAA. Да, похоже на AAA это Star Atlas. Мы в следующем видео его разберем, посмотрим на их сроки и успехи. Там вроде около 50 человек работает, и Ну, это тоже очень много космос, не знаю, проектов. вот меня космос, блин, фиг знает. Как-то. Мгм. Я вот просто не любитель космоса, поэтому такие проекты обычно мимо. Да. Ну вот, так что смотрим, подписываемся на соцсети, мониторим, ждем коллаборации от них. Если русскоязычные разработчики или дизайнеры увидят это видео, пишите нам на почту, договоримся о эксклюзивном интервью или что-нибудь подобном. Нам бы очень было бы интересно поговорить на нашем канале с вами. Да, друзья, всем пока-пока.